Всем привет! Полагаю, что многие из вас смотрели обзоры распаковки игровой консоли Xbox Series S, что входит в ее комплектацию, насколько изящно она выглядит, какие эмоции и впечатления в целом вызывает ее внешний вид. Немало информации имеется о функциональности и эргономичности идущего с ней геймпада. Также сообщается быстродействие приставки при запуске игрух и насколько хороша производительность данной Xbox в них самих. Я решил пойти по другому пути, попробовав ее разобрать, дабы посмотреть, что скрывается за ее внешностью. С обратной стороны приставки имеется два прямоугольника, представляющих собой пломбы. Частично отделив одну из них у правого края консоли с помощью канцелярского ножа, можем видеть винт со шляпкой под звездочку. Подобрав необходимого размера битку, откручиваю его и также поступаю с расположенным на противоположной стороне винтом. Пластиковое основание консольки легко отделяется, а под ним располагается стальное, где крепление практически различных элементов имеет свою окраску. Сначала откручиваю зелененькие винтики. Теперь аккуратно снимаю верхнюю часть корпуса, чтобы ничего не повредить. Тут можем видеть, как я полагаю, дату производства данной детали. На большинстве элементов приставки имеется такая метка. А с левого бока, скорее всего, плату Wi-Fi, тогда как на передней части рядом с USB разъемом находится радиомодуль для связи с геймпадом, о чем говорит информация в инструкции. На этой же стороне, только с противоположного края, располагается небольшая плата включения и выключения приставки. Двигаемся далее и откручиваем винты, не имеющие окраски. Из них два, находящихся правее, крепят вентилятор, а остальные источник питания. Теперь переворачиваю консоль и снимаю крышку. Здесь можем видеть достаточно компактное расположение элементов. Прикинув с помощью линейки внешние габариты вентилятора, выяснилось, что длина и ширина составляют 130 мм, а диаметр пространства, где вращаются лопасти, 120. Затем отсоединяю блок питания от материнской платы. На удивление, он оказался достаточно легким. С его обратной стороны имеется термоинтерфейс, похожий на термопрокладку для отвода тепла от внешнего накопителя. По напряжению источник выдает 12 вольт, а ток до 13,75 ампера. Таким образом, его мощность составляет порядка 165 ватт. В дополнение к указанным характеристикам вентилятора, хочу сказать, что он 4-пиновый и потребляет 12 вольт. Что касается теплоотвода от процессора такой системы охлаждения, то информации об этом я не нашел, но полагаю, она составляет около 150 ватт. Также на частично открывшейся материнской плате я заметил чип от Xbox One, являющийся южным мостом. В очередной раз перевернув консольку, откручиваю оставшиеся 4 черненьких винтика, фиксирующих систему охлаждения. Теперь, если попробовать снять радиатор, из этого ничего не выйдет, за исключением того, что можно только погнуть пластины. Поэтому, отсоединив беспроводные модули и плату клавиши включения, из металлического корпуса извлекаю материнку. С ее обратной стороны располагается твердотельный NVMe накопитель, имеющий контроллер и чип флеш-памяти от производителя SanDisk. В данном случае SSD-шка фирмы Western Digital с объемом памяти 512 ГБ. Длина ее составляет всего 30 мм. Здесь же, рядом с креплением системы охлаждения, находится 2-гиговая банка памяти Micron GDDR6. Теперь с помощью отвертки аккуратно ослабляю элемент, фиксирующий радиатор. Сняв его, переворачиваю материнскую плату и достаю охлад. Здесь можем видеть две медных площадки с исходящими от них трубками. Такая система отводит тепло от процессора и чипов памяти, которые располагаются здесь под стальной крышкой в количестве 4 штук. Собственно, под ней находится медная пластина, рассеивающая тепло через термоинтерфейс.
Таким образом, консоль обладает 10 гигабайтами оперативной памяти, состоящей из 5 банок по 2 гига каждая. Что касается процессора, то он 8-ядерный с частотой 3,6 ГГц на базе AMD Zen 2 с графической подсистемой на RDNA 2. В итоге, практически полностью разобранная приставка Xbox Series S выглядит таким образом. Также хочу заметить, что часть винтов вкручиваются в пластиковый корпус, поэтому их следует затягивать, не вкладывая всю душу. На этом у меня все. Желаю вам крепкого коннекта и стабильной сети.